Всем добрый день, с вами команда Visuators. Наша компания работает с Tableau с 2008 года. Мы занимаемся разработкой дашбордов, созданием визуального стандарта для различных компаний, обучением работой с Tableau и оказываем экспертную поддержку в вопросах о Tableau. Наша рабочая группа — это сертифицированные специалисты и консультанты Tableau, и сегодня я, Юлия, проведу наше сегодняшнее техревью. Что такое техревью? Это относительно регулярный формат команды Visuators, в котором мы делимся с вами своими знаниями, опытом, различными исследованиями, связанными с редко используемым функционалом Tableau, или же со сложными техниками разработки. Также иногда мы делимся своим опытом об интересных задачах на наших рабочих проектах для наших заказчиков. Сегодня мы с вами погрузимся в разбор достаточно интересной возможности использования файла настроек Tableau Preferences. В случае возникновения каких-либо вопросов или желания поделиться своим рабочим опытом, то, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы в чате, или же можно подключиться к нашей конференции и задать свой вопрос голосом. В любом случае, делитесь вашими какими-то кейсами использования. Это будет достаточно интересно как и нашей команде Visuators, так и другим коллегам BI-разработчиков, которые сегодня присутствуют с нами и будут смотреть наше выступление в записи. Давайте с вами начнем. Как мы, в принципе, нашли какую-то новую информацию по поводу файла Preferences TPS? В начале этого года активист Tableau Community и участник Tableau чата Егор Ларин на просторах самого Tableau Community увидел и поделился достаточно интересной статьей о том, как можно управлять файлом Preferences TPS. Для справки, что вообще такое файл Preferences TPS, кто с ним не встречался? Этот файл представляет собой обычный XML-файл, который вы можете открыть в текстовом редакторе для внесения некоторых изменений. Находится этот файл в папке MyTableau Repository, и обычно разработчики могли иметь дело с этим файлом только в случае необходимости создания так называемых пользовательских цветовых палитр, или, как мы привыкли говорить, Custom Color Palette или кастомные палитры. Вот, ссылка на документацию вы можете увидеть на слайде. Также попрошу Лену продублировать ее в чат. Вот она пошла. И, в принципе, официальная документация Tableau приводит этот случай добавления новых цветовых палитр как единственный случай изменения разработчиком нашего файла Preferences. Для команды Tableau, как и для некоторых других разработчиков, судя по опросу в чате Tableau, это стало достаточно интересным открытием. Мало кто с этим встречался. Поэтому давайте вместе изучим эту модификацию файла Preferences, погрузимся в историю создания этой статьи, также протестируем ее на практике и выясним кейсы, плюсы и минусы использования такого подхода. Скорее всего, многие разработчики хотя бы раз задумывались, а правда, что файл Preferences существует только для добавления новых цветовых палитр? Может, его можно использовать и для других целей, и каких-то других кастомных настроек. Точно так же задумался и автор статьи Стив Мартин. Стив Мартин — это Tableau-амбассадор и активист Tableau Community. Выражаю большую благодарность, что мы смогли связаться со Стивом и побеседовать по поводу его статьи, по поводу его раскрытий, именно техники, как он к этому пришел, как отправную точку нашел. Поэтому давайте сейчас рассмотрим этот достаточно долгий и интересный путь. Все началось с того, что Стив работал BI-разработчиком в 2010-х годах на Tableau 6 и 7 версиях. Он часто сталкивался с задачей переподключения источников данных внутри книги. Например, необходимо переподключить рабочую книгу с тестового источника на продовый. Так как до 9-й версии Tableau не было такой стабильности в переподключении источников, как сейчас, Стив был вынужден совершать переподключение путем изменения XML-кода рабочей книги. Для справки, что такое XML-код рабочей книги, его можно легко посмотреть и изменить, если мы откроем TVB файл исходной книги через текстовый редактор, например, блокнот, Notepad и другие, которыми вы пользуетесь.
И вот однажды Стив, работая с XML-файлом, обратил внимание на заголовок данного XML-файла, а именно на блок Preferences. Этот блок я выделила таким серым квадратиком. Это показалось Стиву достаточно странным, так как таких настроек в файле Preferences он не делал. И вообще файл Preferences был пустым. И потом, что он решил сделать, он добавил эти строчки, да, preference name, какой-то value в свой preference TPS файл и изменил значение. Да, то есть вместо 24-26 написал какие-то другие значения. И Стив заметил, что это повлияло на полки табло, а именно columns и rows shells. И какой был сделан вывод? Следовательно, в файле настроек есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. После этого открытия, после такого вот открытия начался долгий и кропотливый процесс поиска новых атрибутов для reference name в файлах табло. Под кропотливой работой понимается изучение, исследование так называемых DLL-файлов табло, а их более 200 штук, которые хранятся в установочной папке табло. Каким образом проводилось исследование этих файлов? Все просто на тот момент через текстовый редактор. Поскольку это файлы, они исполняемые, да, они библиотечные, и они скомпилированы, то большая часть файла при открытии их через блокнот или любой другой текстовый редактор будет нечитаемым. Но есть некоторые строки в Unicode, которые всегда доступны для чтения человеком. Давайте мы с вами посмотрим, что из себя в принципе представляют эти файлы, да, для того, чтобы посмотреть, с какими страшными вещами иногда можно столкнуться. Я открыла мою установочную папку табло. Она у вас может быть расположена в другом месте. У меня, например, это C, программ-файл, табло, версия табло и bin. В этой папке bin, как я уже показывала на слайде, есть очень много DLL-файлов, и давайте, например, откроем какой-нибудь из них и посмотрим, что в нем вообще располагается. Как я и говорила, что 99,9% текста — это какой-то непонятный язык, скомпилированный, естественно, да, поэтому мы, как люди, как разработчики, нам это абсолютно ничего не дает. И вот, проявив усердие, свою кропотливость, было выяснено, что на просторах вот таких непонятных символов можно найти достаточно читаемый текст и его вычленить. Для демонстрации я продемонстрирую DLL-файл, который называется tab-desktop.ui, который уже нам как-то сразу косвенно подсказывает, что этот файл он каким-то образом касается интерфейса Tableau Desktop. И можно заметить, да, что где-то в середине у нас присутствует обычный текст, который мы можем найти, и как раз-таки вот эти вот текст, это текст, который мы можем распознать, он потенциально и являлся атрибутами, которые можно будет использовать в Preferences TPS файле. И таким вот образом Стив начал копать дальше. Каким образом строилась работа, да, для какой-то большей продуктивности был выстроен алгоритм. Сначала извлекались строки, все эти вот значения, тексты из DLL-файлов, которые я только что продемонстрировала. Далее происходил парсинг всех этих данных, и для удобства загружалась в базу данных для простоты идентификации. Далее, уже после всех вот этих преобразований, создавался так называемый список имен. Под списком имен, под пространством имен и атрибутами я имею в виду наименование preference name, которое мы видели в XML. Сейчас вернусь. Это вот эти вот значения, которые за что-то отвечают, и у них есть какое-то определенное значение, которое, если мы его поменяем, что-то поменяет в табло, по идее. Вот. И таким образом у Стива получился список примерно из 800 атрибутов, которые могут быть использованы в Preferences файле. И последний, самый продолжительный шаг — это тестирование найденных атрибутов и вообще выяснение, что все-таки меняется. Почему это могло вызывать сложность? Потому что по многим именам атрибутов вообще не всегда понятно, за что они отвечают.
В качестве примера я приведу 3 атрибута, да, и на первый взгляд, на второй, на третий, даже на 10 очень маленький шанс того, что мы правильно интерпретируем, за что все-таки этот атрибут отвечает, за какую область в интерфейсе Tableau Desktop оно отвечает. Поэтому как раз-таки тестирование, оно заняло очень-очень много времени. В конце концов, после тестирования Стив выявил порядка 80 имен атрибутов, которые отвечают за внешний вид Tableau Desktop и позволяют кастомизировать его так, как нужно разработчику. Именно этими результатами Стив поделился с Tableau Community, откуда эта ссылочка прилетела в Tableau чат и откуда мы ее заметили. Давайте посмотрим, что именно предлагает нам Стив. Сейчас я открою статью, ссылка, наверное, уже фигурировала. Сейчас, секундочку, пока мы не перешли к отдельной части, я прочитаю чат. Правильно ли я понимаю, что такие изменения в файлах верны не только для desktop-версии, но и других версий, включая паблик-версию? Скажу честно, я не тестировала это на паблик-версию, но я думаю, что да. То есть если устанавливается непосредственно само приложение Tableau Public, десктопное, то там же, получается, тоже есть установочная папка, вот эта папка bin, и, скорее всего, на 99% там есть вот эти файлы, и, в принципе, оттуда тоже можно было выцепить эти атрибуты. Да, спасибо, сейчас поищу. Потом поделитесь своими находками, если что-нибудь найдется. Так, пока что вопросов больше нет. Давайте продолжим. Что предлагает нам Стив в своей статье? Таким вот образом выглядит статья. Здесь вначале он описывает, как он к этому пришел, что это вообще такое, плюсы и минусы, мы все это рассмотрим чуть-чуть попозже. И самое главное, это присутствует в конце статьи, а именно сам этот список атрибутов, которые можно изменить в файле preferences TPS, то есть их добавить и там поменять значение по умолчанию и получить что-то новенькое. Эти атрибуты, которые представлены в статье, они позволяют разработчику изменять как цвета, так и размеры элементов интерфейса Tableau Desktop. Кроме того, они позволяют скрывать некоторые элементы интерфейса, такие как, например, панель Discover или же область акселераторов. Для чего это вообще может пригодиться на практике? Например, это изменение интерфейса Tableau Desktop в корпоративные цвета. В некоторых приложениях, например, если я не ошибаюсь, приложение Microsoft, есть возможность кастомизировать внешний вид приложения согласно корпоративным цветам, и такие крупные компании любят вот такие вот приятные мелочи. Далее это возможность реализовать темную тему Tableau. Если разработчик много работает или же работает ночью, то для облегчения своего самочувствия, да, или же для облегчения самочувствия своих глаз многие любят включать темную тему. Кстати, вопрос возможности включения темной темы уже как 6 лет висит в блоке идей на Tableau Community, где ее поддержали уже более 7 тысяч пользователей, да, то есть это такая достаточно сильная боль многих BI-разработчиков, но Tableau, к сожалению, все еще не реализовали ее. Ну и как третий кейс использования, который можно привести, это скрывать ненужные области Tableau Desktop, которые по каким-то причинам не нужны. А именно, например, область Discover или акселератор, как я сказала, при их скрытии на стартовом экране помещается большее количество картинок недавно открытых книг, да, то есть ссылок на недавно открытые книги, что может быть более удобным для разработчика, чем просто обычная панель Discover, которой вы вообще никогда не пользуетесь, например. Вот, с какими сложностями и ограничениями в данный момент столкнулся Стив? Все эти ограничения, они связаны с тем, что та либо иная область интерфейса Tableau Desktop, она не покрывается вот этими атрибутами, то есть ее по каким-то причинам нельзя изменить. Например, не удалось найти ни одного атрибута, который охватывал бы наименование пилюль в области панели данных, как-то изменял строку состояния, меню форматирования, выбор таблицы. Кроме того, область More Connections
тоже отсутствуют или же эти атрибуты отключены. Нельзя поменять режим презентации, presentation mode. Вот. Далее, что касается операционной системы Windows, к большинству объектов, такие как всплывающие окна, применяются значения по умолчанию, и их нельзя поменять. И так я заговорила про всплывающие окна, то к этому же относятся и редактор вычислений, различные диалоговые окна, actions фильтры, view data. Вот эти вкладки, они тоже, по-видимому, не имеют своих атрибутов, да, своего пространства имен, или же, опять-таки, они отключены табло, или же просто скомпилированы таким образом, что в Unicode не просвечиваются эти атрибуты. Сейчас Стив разрабатывает идею для табло, чтобы опубликовать найденные атрибуты, найти их еще больше по возможности и все это дело задокументировать для того, чтобы это было понятно любому рядовому BI-разработчику. Таким образом, пользователи могли бы свободно создавать темы по своему усмотрению, как раз-таки та же темная тема, которая просто BI-разработчики некоторые плачут, и не привлекать программное обеспечение табло, не терроризировать их своими идеями во вкладке «Идея табло комьюнити». Давайте все-таки посмотрим на практике, что это такое, да, потому что на словах очень интересно, но ничего не понятно, поэтому давайте перейдем в практику, и я покажу вообще, что это такое. Перед вами стандартный вид табло десктопа, да, если вы являетесь BI-разработчиком, то он вам достаточно известен. Светлые тона, какой-то корпоративный синий, вот этот обычный стандартное табло. Все в светлых тонах, все подобрано. Теперь давайте попробуем изменить наш интерфейс. Каким образом мы это сделаем? Я сразу же закрою табло десктоп. Почему? Потому что в любом случае после изменения, вернее, после внесения изменений в File Preferences нам необходимо будет обновить табло десктоп, а именно закрыть-открыть. Поэтому давайте я его закрою сразу. И перейдем в My Tableau репозиторий и откроем File Preferences. Напоминаю, что он находится в My Tableau репозитории папки. Редактировать. Выглядит он вот таким вот образом. Есть два больших блока, это блок Workbook, и в этом Workbook-блоке есть блок Preferences. Непосредственно в этот блок нам необходимо будет вставлять наши атрибуты и изменять их значения на такие, которые мы захотим. Давайте перейдем в статью Стива, и в качестве демонстрации, например, я скопирую все атрибуты, которые касаются стартового экрана. Да? Так, вот, я скопировала, сохранила, и опять запущу табло десктоп. И сразу посмотрим, что у нас поменяется. Пока у меня открывается десктоп, давайте посмотрим, он уже почти открылся. Давайте посмотрим, на какие логические группы можно разбить наши атрибуты. Да, мы видим, что есть группа атрибутов, которые отвечают за цвет. Да, это там, где value у нас начинается с решетки. Также есть атрибуты, которые отвечают за скрытие или раскрытие тех либо иных элементов, да, которые принимают значение 0 или 1, как true или false. И кроме того, у нас есть атрибуты, которые отвечают за размер того либо иного элемента интерфейса табло десктопа. В данной ситуации это размеры наших скриншотов недавно открытых книг. И если мы перейдем в табло десктоп, да, мы видим, что согласно нашим изменениям табло на них отреагировал и изменил свой интерфейс. Давайте посмотрим, что именно мы смогли поменять. Да, это, естественно, общий фон, он стал серым, да, мы указывали там отдельно цвет для общего фона, для панелей, для шрифтов, размер наших недавно открытых книг. Можно заметить, что у нас ушла панель Discover и ушла область акселераторов. И вот таким вот образом, да, что мы еще можем здесь заметить, что у нас поменялось цвет выделения. Таким вот образом можно редактировать вид интерфейса табло десктопа. Если мы, например, подключимся к источнику и зайдем на рабочую область, мы видим, что здесь ничего не поменялось, но это неудивительно, потому что мы, собственно, еще в наш файл Preferences не внесли те правки, которые нам необходимы. Давайте я опять закрою
табло десктоп и посмотрим, скопируем отсюда все остальные атрибуты и посмотрим вообще, какие экраны охвачены данными атрибутами. Да? Стартовый экран, как я сказала, здесь присутствует изменение стартового экрана. Далее это изменение вкладки Data Source, да, то есть подключение к источникам данных. Кроме того, это область, непосредственно сама рабочая область, это worksheets, это дашборды, это stories. Здесь достаточно много атрибутов, которые меняют наш интерфейс. Далее есть отдельный блок атрибутов, которые связаны с геоданными, то есть это наши карты, мы их отдельно тоже обязательно посмотрим, и несколько атрибутов, которые такие считаются как общие интерфейсные атрибуты. Так, сейчас я это все скопирую, кроме стартового экрана, потому что у нас уже есть, и вставлю в наш References TPS. Вставила, сохранила. И давайте откроем наше табло. Так, вот у нас уже открылся табло Desktop. И так как мы стартовую страницу уже рассмотрели, давайте рассмотрим другие области. Я подключусь к источнику Sample Superstore, и вот нас сразу перекинула на рабочую область. Мы сразу можем заметить, что табло откликнулся на наши изменения, на наши введенные атрибуты. И давайте посмотрим, начнем рассматривать со вкладки Data Source. Естественно, что мы можем сразу увидеть, да, что имеются ограничения, про которые я говорила, что не удалось найти атрибуты, которые отвечают за какие-то определенные области, да, вот, например, вот эта наша рабочая область в Data Source панели, но в общем и целом, да, за неимением лучшего, я считаю, что достаточно неплохо. Кроме того, как я и говорила, да, например, всплывающие окна по типу View Data, редактирование калькулируемых полей тоже вот присутствует в белом формате, потому что нету на них атрибутов. Что мы также видим, да, что меняются цвета выделений. Вы, возможно, видели там какие-то розовые цвета, оранжевый цвет выделения, синие, различные вот такие вот, все, что, как говорится, можно было бы захотеть и сделать. Давайте мы с вами попробуем построить какую-нибудь визуализацию. Например, мы с вами построим какой-нибудь барчарт по категориям. Вот, что мы можем видеть, что при данных настройках, которые представлены в статье, графики сильно не изменяются, но вот тоже интересно посмотреть, как себя ведут фильтры. Давайте я добавлю фильтр на Dimension и продемонстрирую его. То есть мы можем заметить, что также в этих атрибутах присутствуют прям тонкие настройки, такие как выделение чекбоксов, ну, изменение цвета выделения чекбоксов, что могло бы очень здорово помочь, если у нас есть такие повышенные требования к виду графиков согласно брендбуку, например. Если же, давайте мы еще добавим сюда фильтр по Measures, тоже посмотрим, как он отображается. Вот, в принципе, можно редактировать значения наших элементов интерфейса, как мы захотим. Также давайте мы перейдем к рассмотрению геоатрибутов, посмотрим, что там нас такого интересного ждет. Для этого я построю карту по штатам и, например, возьму, ну, давайте профит. Я закину его в цвет. И что мы можем заметить, да, что у нас изменился, в принципе, еще вот хедер забыла сказать, да, что тоже есть отличные выделения, элементы покрашены в другой, отличные от стандартного цвета. И вот таким вот образом другие вот выделения, всплывающие окошки, все вот это как раз-таки настройка этих атрибутов и прописывание определенных значений цветов, которые бы вы хотели видеть у себя на дашборде. А если же мы перейдем в панель редактирования дашборда, да, видно, что здесь тоже на данный момент все не без изъянов, есть некоторые области, которые нас тоже
не настраиваются по цветам. Можно делать дашборды. Как было выше сказано, в Presentation Mode у нас все так, как и оставалось до этого. И что касается Stories, здесь мы тоже видим, что такой Dark Mode, он в большинстве своем, он как бы, да, действительно Dark Mode, и можно таким образом облегчить себе жизнь, если вы работаете по ночам. Очень хотелось бы, например, сказать, да, что данные атрибуты — это не только изменение интерфейса, но и повышенное требование к графикам, но я, к сожалению, так сказать не могу, по какой причине. Это же мы все видим в среде разработки Tableau Desktop, да, то есть это то, что видит у нас разработчик, и наши коллеги, наши клиенты, они обычно пользуются дашбордами через Tableau Server. При публикации книги как в формате TVB, так и TVBX, к сожалению, эти атрибуты, они не поддерживаются на Tableau сервере. То есть если я сейчас, например, публикую этот дашборд, то мы увидим тот дашборд, который бы у нас был, если бы мы его разрабатывали без атрибутов. Да? То есть не будет, например, оранжевых чекбоксов или розового элемента управления картой. Каким образом можно, например, делиться с коллегами темой, которую вы написали? Да? Например, тот же Dark Mode, или же вы захотели что-нибудь посветлее, или же от начальства была получена задача сделать корпоративный интерфейс Tableau Desktop, и каким образом можно быстро распространить эти настройки на компьютеры коллег. Все легко и просто. Есть два способа. Первый — это простое сообщение, да, так как Preference TPS, он представляет собой по факту простой обычный файл, документ, да, который можно копировать, вставить, можно его ровно в таком же виде отправить и коллегам. Оттуда скопировать, вставить, и все у нас хорошо. Или же, если вы хотите поделиться какими-то, вы подобрали суперские настройки, которые классно и приятно глазу, все здорово, все супер, и вы хотите поделиться с этим на более широкую аудиторию, то, естественно, я думаю, что можно поделиться в каком-либо блоге, например, на том же Tableau Community, в комментариях под исходной статьей. Я думаю, это будет уместно. Или же опубликовать свою работу на Git, на GitHub. Да, вижу, что в чате очень жаль, что чарт сам не темный. В принципе, да. Но, опять-таки, здесь очень тонкая грань между интерфейсом Tableau и комфортностью работы с ним, и с тем, что все-таки будет на конечном этапе видеть наш заказчик, чтобы то, что вы разрабатываете, и то, что получит клиент, чтобы оно имело одинаковый вид. Пока что это вот так, как оно есть, без всякой, так сказать, конвертации в темные цвета. Теперь давайте поговорим, в принципе, как можно сбросить эти настройки. Здесь все еще легче, да, как написали, так и сбрасываем. То есть если вы поработали, вам не надоело, не понравилось или что-то поломалось, хотя, как показывает практика, ничего не меняется, и если атрибут, например, отвалился, то табло его просто игнорирует. Для того, чтобы очистить свой интерфейс до предыдущего состояния, выделяем все, что вы написали, удаляем, сохраняем и перезапускаем табло. Если же, например, к вам попал TVBX файл, где данные настройки, они были применены у вашего коллеги, они перенеслись в TVBX книгу и попали к вам, и вот вы открываете эту книгу и видите вот такой вот результат, хотя, например, не хотели бы с ним работать, то точно так же легко от него избавиться путем открытия XML-кода исходной книги, в TVB формате обязательно. Где она? Вот. И у нас в самом верху будет вот эта вот область Preferences. Просто из нее мы все лишние строки удаляем, сохраняем, перезапускаем табло, эту книгу, и у нас будет стандартный интерфейс табло. Так, хорошо. Так. Это мы сказали. Угу. На самом деле информация об использовании файла Preferences для кастомизации Tableau Desktop, на удивление, появилась еще раньше. Еще в 2014 году
BI-разработчик, я полагаю, программист Рассел Кристофер опубликовал свой первый список атрибутов. За что эти атрибуты отвечали? Это за изменение внешнего вида пилюль, размерности и мер, да, то есть их там можно было редактировать, цвет пилюль. Также там были атрибуты, которые отвечают за настройку вида рабочего листа и еще нескольких общих настроек. Итого порядка 25 атрибутов. До 2016 года Рассел обновлял этот список, помечая устаревшие атрибуты и добавляя новые. В 2016 году было последнее изменение на его GitHub. Вот там, я полагаю, уже поддержка этого файла прекратилась. И, в принципе, с одной стороны, это удивительно, да, что данная тема, она появилась еще в 2014 году, да, то есть 10 лет назад, но распространения как такового не получила. И, собственно, можно даже сказать, что и сейчас она, по крайней мере, пока тоже какого-то ажиотажа, распространения тоже не получила. И на это, естественно, есть свои объяснения и причины. Посмотрим на узкие места вообще всего того, что только что демонстрировалось. Так, буквально. Да, и начнем мы с чего? У данного метода вообще нет официальной поддержки Tableau. Вообще, что интересно, компания Tableau, в принципе, открещивается от поддержания файла preferences CPS и все то, что вы туда напишете. Лично для меня это было большим удивлением, да, так как если мы, например, откроем статью про кастомные палитры, да, добавление кастомных цветовых палитр, то здесь даже вот прописано отдельно, что Tableau не тестирует и не поддерживает даже цветовые палитры, не говоря уж о официально не задокументированном способе изменения интерфейса Tableau. Кроме того, Tableau не дает гарантии, что вообще это все будет работать в будущих версиях Tableau десктопа. Отсюда же у нас вытекает еще пару узких мест, а именно, что атрибуты, они изменяются со временем. То есть они могут добавляться новые с новой версией Tableau, могут удаляться старые, и, что, наверное, самое неприятное, атрибут может переименовываться. Если мы, например, откроем GitHub Рассела Кристофера, который в 2014 году еще первый список опубликовал, возьмем оттуда атрибуты, скопируем, вставим в себе и запустим Tableau, мы заметим, что очень большая доля уже Tableau не подхватит, да, то есть не будет никакой поддержки и у нас ничего не отработает. Вот. Кроме того, как я уже говорила в самом начале, что в этих файлах присутствует более 800 возможных атрибутов, и здесь вот как раз-таки возникает самая большая проблема. Если вот взять 3 вот этих первых пункта, да, что этих атрибутов очень много, у них иногда непонятное название, что приходится тестировать достаточно долго и искать, где все-таки Tableau Desktop даст отклик на ту либо иную команду. И мало того, что их много, это тестирование, вроде все, у нас есть готовый список, они еще изменяются со временем, эти изменения нигде не документируются, то есть по факту это выполнение одной и той же работы и, так сказать, проверка на свежесть всех атрибутов. Это очень энергозатратно, времязатратно, поэтому это вот прям такой самый большой минус всей этой истории. Ну, еще к узким местам можно сказать, что данный метод, он не поддерживается в Tableau сервере, да, то есть если мы говорили про какие-то изменения цвета элементов фильтров, да, или карт, очень круто бы смотрелось там, на дашборде карты, если бы у нее этот элемент управления, например, был каким-нибудь зеленым, ну, например, да, вот, а при публикации на сервере все настройки спадают, да, то есть тоже достаточно печально, потому что если, например, атрибуты поддерживались в Tableau сервере, и, в принципе, была документация, то BI-разработчики могли бы более детально, более так кропотливо относиться к оформлению либо элементов управления, такие как фильтры, легенды и все прочее, прочее, именно в такой детальной, так сказать, плоскости, да, именно в той плоскости, которая не поддерживает стандартная вкладка формат.
Вот, и в принципе, да, я здесь уже плавно перешла к итогу, да, давайте подрезюмируем все, что мы сегодня с вами посмотрели, попробовали, почитали и узнали, что в принципе нам показалась эта информация очень интересной, и эта информация достойна того, чтобы про нее говорить дальше. Было бы здорово, если бы компания Tableau поддержала документацию всей этой истории, потому что, опять-таки, та же тема, темные темы Tableau, которая терроризирует Tableau уже 6 лет, очень много пользователей все пишут и пишут, там очень много комментариев, и это там не одна такая идея, я думаю, что их там несколько, вот, то так BI-разработчики могли бы сами себе реализовывать те темы, которые бы они хотели. Да, в принципе, про узкие места сказали, плюсы сказали, кейсы сказали. Я думаю, что да, эта тема, она имеет место быть на дальнейшее существование, но сейчас, но не сейчас, можно так сказать, потому что очень много узких мест. Используем это на свой страх и риск, потестировать там, да. Вот. Вот такой вот у нас получился итог. Вот такая вот у нас сегодня была интересная тема. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, или бы вы хотели подискутировать на какую-то из частей нашего тех-ревью. Хорошо, вот я вижу чат. А если упороться и перевести на русский язык? Ну, это что-то такое. Ну, по крайней мере, те атрибуты, про которые мы сегодня говорили, они не сильно связаны с языком интерфейса Tableau Desktop. Это именно про какие-то такие UI-истории. Если у вас в дальнейшем возникнут какие-то вопросы, то вы можете смело, или желание побеседовать с нами на эту тему, то мы вас ждем в нашем телеграм-чате, телеграм-группе, который называется «Вопросики с Visuators» от Tableau. Ссылочку вы можете увидеть как на слайде, так и в чате Zoom. Поэтому будем вас ждать на наших следующих активностях, на наших следующих тех-ревью. Следите за нашими анонсами. Всегда приятно с вами поболтать. Всем большое спасибо за внимание и всем хорошего вечера.